Начинаем! Гуляй, народ! В своей агонии вы будете раскаиваться, что посмели оскорбить нашего несравненного господина. Кто ты? Мегалегендарная онлайн-игра Игдрасиль, которая была запущена 10 лет назад, подходит к завершению. Остается совсем мало времени до полного отключения серверов, и эти последние мгновения подросток Мамонга решает провести в своей любимой игре. В виртуальной реальности Игдрасиль он не обычный парень, а лорд Мамонга, который является властелином темных магов и возглавляет важную гильдию Эйн Саул Гаун. В этот последний вечер величественный лорд собирает своих прислужников в темной гробнице, чтобы завершить свою историю. И вот наступает заветный час, но серверы все еще работают, игра продолжается. А сам Мамонга оказывается запертым в виртуальном мире. Он так и остается главой темных сил, и скелетообразный образ со злобной ухмылкой становится его постоянным обличием. Мало того, появляются человеческие чувства, оживают неигровые персонажи. Чтобы высвободиться из игрового мира, Мамонга должен завоевать весь Игдрасиль и стать единственным повелителем в этом мире. Эй, белая кошка. Белая кошка? Кошкой меня назвал? Меня зовут Систина. Я люблю тебя. С первого взгляда влюбился по уши. Внимание! Лицо белой кошки внезапно покраснело. Аниме «Акашийские хроники худшего преподавателя магии» Сикстина Фибель – весьма выдающаяся волшебница. Однажды она решает поступить в магическую академию, чтобы отточить свои магические навыки и попытаться раскрыть великую тайну Небесной крепости. Проходит некоторое время, и ее любимый учитель исчезает, а на смену ему приходит парень по имени Глен, который стал преподавателем в академии по рекомендации одной известной ведьмы. И все бы ничего, но на деле Глен оказывается очень ленивым и медлительным, а к своей работе и вовсе относится несерьезно. И как такого бездаря могла выбрать самая выдающаяся ведьма Академии? Однако со временем Глен все-таки показывает, что он идеально разбирается в магической теории. Сможет ли Сикстина раскрыть секрет Глена, а самое главное, удастся ли ей познать великую тайну Небесной крепости? Сезам, откройся. Господа, спасибо за ваш труд. Прощайте. Аниме Хиллсинг. Действие разворачивается вокруг тайной организации под названием Хиллсинг, существующей на землях Британской империи уже более века. Она была создана английской церковью с целью защиты Британии от нежити и разного рода потусторонних сил. Во главе организации стоит графиня Интигра Фарбрук Уингейтс Хиллсинг, последняя из семейства, правнучка того самого легендарного Абрахама Ван Хельсинга. Под ее началом сражается армия профессиональных бойцов, однако главное – оружие графини, с которым не сравнится, пожалуй, ни один воин в мире – это вампир Алукарда. На протяжении долгого времени этот величайший вампир находился в заточении в подвалах родового поместья Хелсингов, но однажды он спас от верной смерти еще тогда совсем юную Интигру. Унаследовав пост главы организации, она выпустила Алукарда и стала его хозяйкой. Алукарда вместе с другими солдатами Хиллсинг, а также своей новой ученицей Викторией Сирас, предстоит противостоять не только огромной армии нечисти, но и другим организациям. Ты пришла убить меня? Конечно же нет. Я с искренним сердцем пришла сюда, чтобы служить вам, господин. Аниме «Хроники непобежденного Бахамута» Люкс, бывший принц империи Аркадия, которая 5 годами ранее была свергнута через восстание. Однажды Люкс случайно видит голую принцессу королевства Лисшард и подвергается ее гневу. Лисшард бросает вызов Люксу. Драк-Райт – древнее бронированное механическое оружие, которое было выкопано из руин по всему миру. Люкс раньше назывался сильнейшим рыцарем сопротивления, но теперь известен как непобедимый слабейший рыцарь сопротивления, потому что перестал атаковать во время сражений. После поединка с Лисшард, Люкс посещает Академию для девушек, которая обучает членов королевской семьи быть рыцарями сопротивления. Я пойду предупредить Эльтарис. Увидимся. Это так похоже на Кроусифер. Такая взрослая. Врага трудно одолеть, Селес. Пришло время.
Ах ты! Такой жалкий пес, как ты, разводит тут любовь-морковь с человеческими самочками. Что это значит? Тебе почему что, не жить было такой надоело? церемонии, когда я вступал? Ну что ж, поднимем бокал. Добро пожаловать в Академию Драгонар. В данной академии юные обладатели пар обучаются езде и приручению драконов, это удается довольно легко почти всем. Однако в каждом правиле есть исключение. Эш Блейк, также известный как проблемный ребенок номер 1, чей дракон никогда не появлялся до сих пор. Из-за чего бедняга Эш является предметом насмешек, несмотря на его немаленькую отметку, которая показывает, что он будущий владелец дракона. И вот наступает тот роковой день, которого он так долго ждал. День, когда пробуждается его дракон. Казалось бы, все проблемы позади, но и тут он смог стать исключением из правил. Точнее, его дракон, который оказался не похожим ни на одного, виденного кем-либо ранее, ведь он предстал в виде красивой девушки. А ведь это только начало. Что его ждет дальше? Если ты будешь переедать, быстро наберешь вес. Не переживай за меня. Фехтование — вот мой способ борьбы с ожирением. Настоящий меч! Ну, пойдем, что ли? В недалеком будущем японским ученым создается вооруженный автоматизированный экзоскелет или небесный доспех, управляемый силой мысли и несущий в себе огневую мощь целой армии. Очень быстро вытесняют все прочие виды вооружений, и на Земле фактически устанавливается эпоха мира, устрашенные новым оружием страны прекращают все войны. С этих пор начинают совершенствоваться государствами под предлогом мирных применений, например, спортивных состязаний, а в обществе появляется новый класс элит – пилоты небесных доспехов. Обучаются пилоты в единственной в мире небесной академии, расположенной в Японии. Вот только. Пилотировать могут лишь женщины, это принципиальное ограничение конструкции, и весь мир оказывается потрясен, когда у 15-летнего японского школьника Ичики Аримуры обнаруживается способность к... Отныне Ичика будет проходить обучение в стенах Небесной Академии, окруженный множеством сильных и своенравных красавиц, и кто знает, какие знакомства его тут ждут. Подруга детства, британская аристократка или, может быть, дочь промышленного магната? Токио сотрясает череда загадочных трагедий, связанных с внезапным и необъяснимым самовозгоранием людей, которые превращаются в живые столпы огня. Люди, ставшие ожившим воплощением пламени, получили название инферналы. Первые появления этих существ внесли хаос и страх в жизнь города, но стоило людям чуть привыкнуть, как существа эволюционировали. Следующее поколение инферналов стало обладать способностью управлять огнем, при этом сохраняя человеческую форму. Один из таких людей – Синра Кусакаба. Синра может по собственному желанию зажигать ноги, за что получил прозвище «Дьявольские ступни». Он вступает в специальную пожарную роту номер 8, знаменитую тем, что в ней работают люди, которые также могут управлять огнем и используют свои способности, чтобы гасить пламя инферналов. Однако мало бороться с последствиями и стараться спасти людей, Синре и его бригаде нужно раскрыть страшную правду, объясняющую причину появления инферналов. Для Синры это не просто работа, а дело личное, ведь тайна инферналов каким-то образом связана с загадочным пожаром, в котором 12 лет назад погибла его семья. От генерала? Рекомендательное письмо? Да. Человеку по имени Камэ. Аниме Ди Греймен разворачивается в 19 веке. В то время жил тысячелетний граф, который мечтал о разрушении всего мира. Коварный злодей для осуществления своей мечты создал монстров, похожих на людей, но являющихся сочетанием механического тела и души умершего человека. Такие существа называются акума, что в переводе означает «демон». Они, как живое орудие зла, должны помочь графу в уничтожении мира. Противостоит силам зла темная религиозная организация, в которую входят экзорцисты. Именно они борются с графом и его демонами, пытающимися уничтожить весь мир. 10 лет тому назад в Японии и в Южной Америке появляются паранормальные зоны, названные позже вратами ада и вратами рая. В этих зонах происходят странные и непонятные вещи, люди умирают или пропадают без вести, там растут невиданные растения и проявляются непонятные видения. Человечество огораживает эти зоны высокими стенами.
Одновременно с появлением врат ада небо над землей заменяется фальшивкой, луна пропадает, и каждая звезда теперь отвечает за жизнь определенного человека. Когда человек умирает, то падает с неба и его звезда. Эти люди – контракторы. Каждый контрактор получает определенные сверхъестественные способности и плату за них, необходимость после использования способностей выполнять какие-то действия. Порой нелогичные и абсурдные. Также контракторы теряют привязанность к другим людям, способность испытывать эмоции и руководствуются исключительно логикой и выгодой для себя. Они – идеальные наемники. Спецслужбы и различные организации всех стран мира начинают искать и нанимать на работу контракторов. Для обычных же людей само их существование является строжайшей тайной, и лишь смутные слухи и домыслы порой можно услышать в разговорах обывателей. Узнавшим о контракторах немедленно стирают память новейшей технологии, полученной в результате изучения врат ада. Рико сама. Рико. Йо. Зен. На первый взгляд Рику Анура типичный 12-летний школьник, и никому даже в голову не придет, что каждый вечер после школы он возвращается в дом, полный йокаев, ужасающих духов, о которых в наши дни сохранились лишь легенды. Сами йокаи стараются не иметь дел с людьми и держатся от них в стороне, ведь люди в большинстве своем даже не способны их увидеть, и лишь сильнейшие из йокаев способны принять форму, видимую людям. В особняке Нура таких очень много. Йокаи клана Нура много поколений не только правят миром демонов Японии, но и дают защиту и приют слабейшим из них, а Рикуо приходится внуком нынешнему главе клана Нурарихёну, готовящемуся уйти на покой, и является единственным его наследником. Несмотря на свое на четверть демоническое происхождение, Рикуо не желает иметь с миром духов ничего общего и старается жить жизнью обычного человека. Однако обстоятельства не оставляют ему выбора, то в городе объявляется могущественный Амёдзи, желающий истребить клан повелителей Йокаев, то друзей Рикуо похищают духи-отморозки, а то и вовсе появляется тайная группа Йокаев, желающих захватить власть. Воспользуюсь-ка я техникой Конра.